Больше полувека назад у берегов другого карибского государства случилась почти такая же история. Старое судно и катастрофа, которую потом назовут предотвратимой. Казалось бы, что за полвека индустрия должна была усвоить этот урок. Но в ночь на 19 июля 2026 года у берегов Гаяны произошло почти зеркальное повторение этого сценария. И сейчас мы будем с вами это разбирать. Итак, место действия – Кооперативная республика Гаяна, небольшое государство на северном побережье Южной Америки, зажатое между Венесуэлой и Суринамом. Столица страны Джорджтаун стоит на побережье Атлантики, а в глубине материка, в северо-западном регионе Эссекиба, расположен поселок Порт-Кайтума, куда невозможно добраться по нормальной дороге. Единственный надежный путь туда – это вода. Именно поэтому паромное сообщение между Джорджтауном и Порт-Кайтумой десятилетиями остается для местных жителей главной связью с Большой Землей. Паром, о котором сейчас пойдет речь, называется МВ Барима, и возраст этого судна сам по себе исторический. Он был построен еще в 1939 году на верфи Ferguson Brothers в шотландском порт Глазго. Заказало его правительство тогдашней британской Гвианы для собственного департамента транспорта и гаваней. На момент происшествия этому парому было около 87 лет. Длина судна около 40 метров. По документам оно прошло плановое техническое обслуживание в 2024 году и, наконец, с 2026 года было запланировано полноценное докование, то есть подъем судна из воды для капитального осмотра и ремонта. В самой Гаяне все прекрасно понимали. Технически паром был рассчитан на перевозку более 300 пассажиров и почти 300 тонн груза одновременно. Формально судно не превышало паспортную вместимость. На борту также имелось 250 спасательных жилетов, 2 жестких спасательных плота и еще 6 надувных. Но, как именно эти жилеты и плоты использовались в момент, когда паром начал крениться, вы узнаете дальше. Итак, суббота, 18 июля 2026 года, примерно в 3 часа дня Барима отходит от причала Кингстон-Гудс-Ворф в Джорджтауне. На борту, согласно официальному судовому манифесту, 116 пассажиров и 17 членов экипажа, а также порядка 268 тонн груза. Судно идет вдоль побережья, курс лежит в сторону устья реки Померон, к точке под названием Айрон Панд. Это примерно в 11 километрах или 7 морских милях от берега. Погода в этот вечер не была экстремальной, шторма как такового не было. Именно на этом отрезке пути появились проблемы, и паром начал крениться, а затем перевернулся. Что именно произошло в эти секунды, до сих пор объясняют по-разному. Первые рассказы выживших сводились к одному. Судно ударила крупная волна, после чего паром резко накренился на бок и ушел под воду меньше, чем за минуту. Именно эту версию озвучил министр общественных работ, сославшись на предварительные показания спасенных людей. При этом в первые часы после случившегося он категорически отверг версии о перегрузке пассажирами и грузом или о механической неисправности двигателя. Но позже отошел от этой позиции. Уже в последующие дни, по мере расследования, он заговорил о признаках перегрузки и возможных преступных действиях со стороны персонала, отвечавшего за погрузку. Но тут есть еще одна загвоздка. И на нее отдельно обратили внимание морские инженеры, приглашенные на брифинг для журналистов. Обычная волна, по их словам, не должна опрокинуть исправное судно с нормальной остойчивостью. Паром может накрениться на десятки градусов, но затем обязан вернуться в вертикальное положение за счет конструкции корпуса. То, что Барима этого не сделала, указывает не столько на саму волну, сколько на то, что происходило на борту в момент удара. То есть на действия экипажа, распределение груза и состояние остойчивости судна в целом.
На момент записи этого выпуска итоговое заключение о причине опрокидывания еще не опубликовано. Расследование продолжается, и все, что звучит выше, это предварительные показания и экспертные комментарии, а не официальный вердикт. Очень важно почувствовать разницу между происходящим на судне и тем, когда об этом узнают на суше. Около 11 часов вечера по местному времени сигнал бедствия принял диспетчерский пункт авиационной службы в Тимере. Это пригород Джорджтауна, где расположен главный аэропорт страны. Для небольших государств типа Гаяны это обычная практика. У них нет отдельного круглосуточного спасательного центра. Поэтому первичный прием сигналов тревоги хоть с воздуха, хоть с моря берет на себя именно авиационная диспетчерская. У них есть нужное оборудование и постоянная связь. И уже оттуда информацию передают береговой охране и экстремальным службам. С момента отплытия и до сигнала тревоги прошло достаточно долгое время. То есть произошедшее не было мгновенным опрокидыванием сразу после выхода с порта. Как только сигнал был получен, к поисково-спасательной операции подключились катера, частные суда, а позже и водолазы. Но масштаб происходящего оказался таким, что своих сил Гаяне стало быстро не хватать. Уже в понедельник из соседней французской Гвианы прибыла группа вооруженных сил количеством в 15 человек. Среди них было 12 профессиональных водолазов, 2 врача и 1 механик. Они присоединились к местным спасателям, помогая как в поиске выживших, так и в последующем подъеме тел со дна. Чуть позже к операции подключились и люди из соседнего Тринидад и Тобаго, направившие свои воздушные и морские силы. Первые официальные сводки звучали очень обнадеживающе. На борту находилось от 116 до 133 человек, и часть из них уже удалось вытащить из воды живыми. Но, чем дальше продвигалось расследование, тем отчетливее становилось понятно, что цифры просто не сходятся. Во время проверки доставленных на берег людей со списком пассажиров открылась странная деталь. Многих из тех, кого только что спасли, в официальном манифесте вообще не было. Позже власти пришли к шокирующему выводу. В момент катастрофы на борту находилось не 133 человека, а как минимум 179. То есть разница почти в 50 человек. Чуть ли не треть всех пассажиров оказалась в невидимой для документов зоне. Звучит ошеломительно просто. Спасательные службы несколько дней проводили сложнейшую поисковую операцию, ориентируясь на полностью неверные данные и даже примерно не представляли, сколько именно жизней им нужно спасти. Но знал ли капитан, что везет почти на 50 человек больше? Однозначного ответа на этот вопрос нет. Следствие все еще изучает записи с камер причала, чтобы восстановить, как именно шла посадка. Пассажиры этого маршрута годами жаловались, что кассиры неофициально продают места знакомым или просто за наличные, не внося людей в манифест. И что эта практика на паромных причалах существует давно. То есть, даже если конкретно этот капитан не пересчитывал головы лично перед отправлением, сама система, в которой он работал годами, закрывала на это глаза. Отдельно следствие проверяет роль части команды, отвечавшей за погрузку и диспетчеризацию судна. Это важно не только с точки зрения документов, но и с точки зрения физики. Когда капитан и экипаж рассчитывают остойчивость судна, то есть его способность держать равновесие и возвращаться в исходное положение после крена, они отталкиваются именно от того, что записано в манифесте. Сколько людей, где они размещены, сколько груза и как он распределен. Если реальное количество людей на борту почти на треть больше заявленного, а разместили их, скорее всего, стихийно, то запас остойчивости в реальности мог критически отличаться. Формально паром оставался в пределах сертифицированной вместимости, и перегруза по цифрам как будто бы нет. Но одно дело, когда экипаж точно знает, сколько людей на борту и как их рассадить,
И совсем другое дело, когда почти 50 человек оказались неучтенными и, соответственно, непросчитанными. Параллельно всплыла еще одна деталь. Капитан судна и как минимум двое членов экипажа после того, как их доставили на берег, прошли проверку и показали положительный результат теста на употребление марихуаны. Их поместили под стражу на время расследования. Часть выживших, опрошенных местными журналистами людей, рассказывали также, что судно было перегружено сверхразумного, а часть экипажа перед рейсом употребляла алкоголь. К моменту записи этого выпуска официальная подтвержденная властями Гаяны цифра – это 65 человек, которых не удалось спасти. Но лидер оппозиции Азрудин Мухаммед, ссылаясь на данные береговой охраны, владельцев частных судов и местных рыбаков, заявил, что реальное число ближе к 103. Это расхождение официальной и неофициальной статистики показывает, насколько запутанной оказалась ситуация с учетом людей на этом рейсе с самого начала. К среде поисковая операция фактически перешла из формата спасения в формат подъема со дна. Зону поиска вновь расширили еще на 400 квадратных миль, вплоть до мыса Уайни-Пойнт. В стране объявили дни национального траура. И еще один момент. Раз уж мы говорим про безопасность, возникает вопрос, почему так много людей оказалось в воде без спасательных жилетов? Дело в том, что правила морской безопасности не обязывают пассажиров больших паромов постоянно ходить в них во время плавания. Вся экипировка лежала в открытых потолочных стойках, но паром перевернулся неожиданно и быстро, да еще и в темноте. Поэтому организованно надеть спасательные средства и спустить плоты никто не успел. В итоге все сработало иначе. Часть спецсредств всплыла с затонувшего судна прямо в запечатанной пластиковой упаковке. И именно эти покачивающиеся на поверхности пакеты в первую очередь помогли спасателям определить место крушения. Дальше вода вымыла отдельные единицы снаряжения наружу, и люди, оказавшись за бортом, хаотично хватались за него, чтобы удержаться на плаву. Большинство поднятых из воды тел погибших нашли неэкипированными. Ну и теперь пришло время вернуться к случаю с паромом Кристена полувековой давности, о котором я упомянул в самом начале. Речь идет о катастрофе у берегов Сент-Китса и Невиса, случившейся еще в 70-х годах прошлого века. Здесь сразу стоит уточнить, чтобы не запутаться, Сент-Китс и Невис – это небольшое такое островное государство в восточной части Карибского архипелага. От континентальной Гаяны его отделяет порядка 1500 километров открытой воды. Это два разных англоязычных государства Карибского бассейна. Объединяет их скорее общая история британских колоний и членство в одном региональном объединении, чем география. В общем, в той истории билеты продавались прямо на пристани и на борту во время посадки. Контроля за численностью не было. В результате чего паром взял на борт почти 2 нормы людей, а также тяжелый груз товаров и бакалеи. Но представьте себе, все пассажиры стояли вплотную. Паром был переоборудованным речным судном с надстроенной стальной палубой, и это смещало центр тяжести вверх. Чтобы судно не заливало волнами, экипаж слил воду из балластных цистерн, что еще сильнее нарушило остойчивость. Кроме того, водонепроницаемые двери в нижних отсеках не были задраены после ремонтных работ. Выйдя из порта и попав в сильное боковое волнение в проливе, судно накренилось и начало черпать воду через бортовые люки и незакрытые отсеки. Капитан попытался резко развернуть паром к берегу, чтобы выбросить его на мель. Но от такого маневра и смещения массы людей на один борт Кристена моментально опрокинулась и ушла под воду за считанные минуты. Спасательных жилетов на всех не хватало, а работающий винт продолжал затягивать людей под воду. Те, кто был на верхней палубе, прыгали за борт, пока остальные оставались заперты в затопленных нижних отсеках. Из 320 человек, которые находились на борту, 233 так и не вернулись домой.
И тут важно понимать и не путать два разных понятия. Наличие действующего сертификата безопасности еще не означает, что к состоянию судна нет никаких вопросов. Оно вполне может официально числиться годным к плаванию и в то же время остро нуждаться в масштабном ремонте. Такая история. Пишите, что об этом думаете в комментариях. Будет интересно почитать. На этом все. Всего вам самого доброго. До новых выпусков и пока.